Ранним утром Бетти Багглс вернулась домой из Гранит Фоллс. И вдруг перед дверью заметила нечто странное. «Что это такое?» – подумала Бетти. Кто-то проник в ее дом, пока она была в Гранит Фоллс. А вдруг этот кто-то все еще там? Что же ей делать? Бетти сразу сообразила, что нельзя создавать лишнего шума. Надо затаиться. Но сколько она будет так прятаться? Она пошла в дом. Внутри была раскидана одежда. На столе стояла ведерко с напитками. Бетти подумала, быть может, в ее дом пробрался вор? Но, открыв дверь спальни, она вдруг обнаружила... Похоже, нежданный гость направлялся к владелице жилья, которое арендует Бетти, и просто ошибся домом. С кем не бывает. Всем большой привет! Привет! Вы на канале Не без разницы, с вами Стас И Лёша. И мы продолжаем проходить Sims 4 по порядку с Бетти Багглс. А серию мы начинаем вот с такого веселого момента. Бетти танцует у костра с цыганским табором. В прошлых видео Бетти побывала в Гранит Фоллс, а пока она отсутствовала в городке Ньюкрест, где она проживает, произошли некоторые события. Да и вообще, кипит тут жизнь. Не успела Бетти приехать из Гранит Фоллс, как встретила у себя дома... незваного гостя. Да, небезызвестного Дона Лотарио. И тогда сама Бетти оказалась не то чтобы званной. Но оказалось, что он направлялся в соседний дом, где проживает ослепительная Фей Роше, и просто ошибся дверью. Ну, с кем не бывает, что тут скажешь. А еще, пока Бетти отсутствовала, в Ньюкрест приехал цыганский табор. И Бетти пришла их поприветствовать. Вот, они разместились на окраине города, здесь поставили свои кибитки, разожгли костер, и сразу же, конечно же, начали веселье. Кстати говоря, эту семью создали наши зрители. И как же мы сами не додумались до такого колоритного семейства, я не понимаю. До таких вот интересных персонажей. И, например, в нашем проекте «Построй свой город». Ну вот как так? Да, вот тоже не знаю. И вообще, вы тоже можете покреативить и создать персонажа или целую семью, и мы поселим их в городе у Бетти Багглс. И они обязательно найдут здесь свою судьбу и, возможно, какие-нибудь интересные приключения. А созданную семью вы можете выложить в галерею под хэштегом НБЗ, либо прислать файлом в нашем телеграм-канале. И мы обязательно добавим этих персонажей в игру. Вот, Бетти уже потанцевала. Смотри, как курятник зароботизировал. И прямо под окнами у Фей Роше. Вот ей прям соседство какое хорошее. Но это окраина, это все-таки окраина городка. Вот, кстати, идет Фей Роше, она направляется к себе домой, видимо. Курица здесь вышла, слушай, прям настоящий цыганский табор. Посмотри, просто здесь такие кибитки остановились. И посмотри, как контрастирует на заднем плане грустная город. Какая-то Фей, смотри, там как-то понурая ходит, склонила немножко голову. Видимо, расстроилась она такому новому соседству. Ну, конечно, да. Как тут не расстроиться? Тут же шум и гам. С самого утра танцы и пляски. Да, и даже Бетти да. уже поучаствовала в этих танцах. Я говорю, посмотри, как контрастирует. На заднем плане у нас такой город, да, вырисовывается. Вот, с такими высотками. И здесь стоят цыганские кибитки. Ну, город, он всегда должен быть на контрастах, так всегда интересней.
Так что мне нравится. Ладно, Бетти пора отправляться домой, она все никак еще не приведет себя в порядок после поездки в Гранит Фоллс, Да и никак еще не придет в себя после... после того, что произошло утром. Да, как-то она не ожидала. Но дел много, кстати. И сейчас мы начнем их делать. А что мы еще хотели сказать? Бетти вернулась из Гранит Фоллс, но вернулась она не с пустыми руками. Она с настоящими богатствами. Да, она уже начала собирать коллекцию, потому что по заданиям и по условиям нашего челленджа ей нужно собрать коллекцию насекомых из Гранит Фоллс. И вот, собственно, в комнатке, которая пустовала, здесь не была обставлена мебелью, Бетти уже разместила начало своей коллекции. Ну, мне больше всего нравятся светлячки. Они самые интересные пока что насекомые, мне кажется. Да, у Бетти тут есть светлячки, она их ночью собрала. Есть бабочка-белянка, есть божья коровка и пчелы. Собственно, вот она их разместила. Еще мы для Бетти купили мольберт, чтобы она рисовала картины, потому что она же хочет разбираться во всех областях. Она же, Вот и пусть разбирается. да, хочет и рисовать, и делать скульптуры, и все что угодно. Да, пусть она рисует, и, может быть, как раз-таки на этом будет зарабатывать деньги. Еще мы также купили Бетти стол для распродажи, потому что у нее есть некоторые предметы в багаже, например, вот такие вот, типа... Доисторическая птица. Доисторической птицы, окаменелости какие-то. Наверняка кто-нибудь заходит. Ой, я в прошлый раз восхищался и умилялся. Уморительно маленькие лапки тираннозавра. Знаешь, если бы я шел просто по городу и увидел какой-то товар, который назывался «Уморительно маленькие лапки тираннозавра», я бы заинтересовался. Ну, хочешь, оставим их? Нет, я не хочу. Наоборот, я хочу выставить их на продажу. Ну, они стоят-то всего ничего, 45 миллионов. Мы можем чуть-чуть крутить Ну, цену. на ценочку, Товар-то конечно. эксклюзивный. Ну ладно, давай их попробуем тоже выставить. Тут у нас еще есть, смотри, 3 лягушки, одна редкая стоимостью 125 миллионов. А если попробовать их еще размножить? Посмотри-ка. Что у нас? О, посмотри. У нас теперь супер лягушка есть? Нет, у нас теперь 2 лягушки за 125 миллионов. А, у нас теперь 2 супер лягушки. Вот не знаю, что с ними делать. Может, оставить одну редкую? Ну, И дальше попытаться ну размножать. давай, может быть, пригодится. Все в хозяйстве, как говорится, пригодится. И лягушка тоже. Кстати, может быть, и для снадобий, которые Бетти необходимо готовить, развивая навык траволечения, тоже нужны будут какие-нибудь Лягушки? лягушки. Это что ж за живодерское такое снадобье-то? Где лягушки надо будет, где лягушек надо будет добавлять? Ты против такого. Да, я не одобряю. Что мы еще можем выставить на стол для дворовой распродажи? Давай тогда вот это снадобье, А средства книги? от насекомых. Вот книги, которые мы купили, они нам нужны? У нас же они здесь есть. Помнишь, нам... Траволечение ты имеешь в Да, виду? нам же пришлось... Есть. Ну, так вот. Ну, давай книгу продадим. Смотри, сколько у Бетти божьих коровок, хотя они стоят 400 миллиона. Ну, Да не знаю. давай накрутим им немножко. Чего они у нас будут? Просто так, что ли, в А багаже? почему просто так? Они тоже нужны для зелий. Ну, и парочку-то снадобий. можно продать. За 400 миллиона. Ну, а что, у нас их 8, а мы хотя бы двойную цену накрутим. Так, и Бетти там еще нафотографировала себя. Можно продавать свои фотографии. А, у нее здесь есть рамка специальная для фотографий. Можно сюда как раз поставить ее фотку. Вот видишь, как она начала собирать еще коллекцию своих фотографий. Остальные 4 предлагаю Продать. продать. Пусть и другие люди любуются на эти прекрасные фотографии. Но дворовую распродажу все-таки предлагаю чуть попозже устроить. Пусть Бетти сейчас еще позавтракает, она же только с дороги. И сегодня ей также нужно еще, мало того, что ей нужно оплатить счета, мы же для этого сюда приехали в том числе. И как раз у себя дома в саду высадить высадить растения, которые она собрала в Гранит Фоллс. Ну да, потому что пока что она здесь в любом случае на какое-то время задержится. Переезд еще пока что не планируется. А садик, вот он есть. Можно что-нибудь повыращивать. Вот Что тут- обязательно пригодится нам в последующем. Есть Ой, слушай, у нее столько ядовитых ромашек, аж 68. Ну, пару кустиков посадим здесь тогда.
ягоды вредной бузины, тоже, наверное, куста 2. Посадим, много не будем сажать. Хотя вредная бузина встречается так редко почему-то в мире. Мы всего 2 куста встретили. Вот на том участке, где Бетти у нас жила. Так что давай все 3 посадим. И можно посадить еще кустик базилика, потому что он тоже нужен для создания некоторых снадобий. И Бетти звонит госпожа пьяная помятая. Я Чего звоню. хотела госпожа пьяная помятая? Звоню, чтобы сообщить, что дедушка друга вашего пятиюродного брата скончался, оставил наследство. Насколько я помню, надо это мы уже всё знаем. уточнить про А условия. какие условия? И Бетти получила еще 2500 симулеонов, теперь у нее есть деньги на путешествие. Как хорошо. Я, кстати, забыл, что именно 2500. Я на секунду подумал, что будет 2700. А я подумал 1000 или 1500. Да? Мгм. Ой, ну, видишь, для Так тебя что был для приятный меня, сюрприз. да. А для тебя было разочарование сейчас. Ну да. Ну и Бетти отправляется сажать все, что она насобирала в Гранит Фоллс. Посмотри, какая погода. Мне Сегодня так очень жарко. нравится позитивный постоянно настрой Бетти. Она все время счастливая. Ну, в худшем случае нейтральная. А так все время ходит, радуется. Дождь ей нипочем, палящее солнце, это тоже ее не беспокоит. Вообще, ну правильно, у природы нет плохой погоды. Но она была все-таки несколько напряжена, когда Когда случился пожар. Ну, знаешь, пожары, наверное, мало кто любит, за исключением пироманов. Вот. Не замечал такой черты у Бетти. Частично мы стали выполнять уже задания нашего челленджа, и некоторые растения, которые Бетти собрала в Гранит Фоллс, она посадила у себя на заднем дворе. И уже одно растение О, посмотри, уже взошло. что-то взошло. Как быстро. Да, это что взошло? Куст базилика. А Бетти отправилась принять ванну, потому что пока она занималась садоводством, она немножко испачкалась, Садоводство – это дело такое. копаясь в грязи. Ну и сейчас, пока время не позднее, можно уже начать тогда дворовую распродажу. Ой, смотри, соседка здесь вышла. Может быть, познакомиться с кем-нибудь еще Бетти? А Пока может- она знакома только с Фейроше и цыганами. Ну, может быть, сначала соседке предложить что-нибудь купить на распродаже? Ну, немножко поболтает с ней, тем более у Бетти, посмотри, общение периодически падает. И тут, между прочим, все ходят ошалевшие. От жары, наверное. Нет, не от жары, тут, наверное, комплекс мер такой. Ну, такие меры, конечно, ни к чему нам. Соседку зовут у нас Джен Мёрфи. Вот, кстати, поговорить с ней про жару можно. Ну, можно рассказать ей хамский анекдот. Зачем хамский-то? Хотя после приключений Бетти в пабе до 5 утра, да, наверняка понабралась всякой похабщины. А соседка, кстати, у нас такая личность неформальная, смотри, с зелеными волосами. Мне нравится. Бетти разговаривает с ней еще и о травлечении, потому что этим навыком она уже начинает потихоньку овладевать. И на улице очень жарко, надо все-таки в летнюю одежду переодеться. Бетти. Ну, соседка куда-то ушла, почему ты... Подожди-то, ты куда пошла? Она пошла к Бетти домой. А что она там взяла? Да и ничего Что она не брала. она у нас взяла? Ты видел, она зашла и быстренько вышла. Потому что ее Бетти позвала назад. С какой такой целью она пошла туда? Вот, наверное, Бетти так и спросила. С какой такой целью? С определенной, наверное, что-то стянуть. Ну, а теперь уже дворовую распродажу пора бы. Ой, мне так нравится вот эта клумба с цветами. Она выглядит очень красиво. Ну и наценку мы будем делать так же, да? 300%. Ну, насколько я понимаю, берут люди все равно, даже с 300% наценкой. Да, повысить цены 300%. Давай, покупай уморительно маленькие лапки тираннозавра. Или О, лягушку. мать пришла. Мать Бетти, она тоже ошалевшая. Тут все ошалевшие ходят. Видишь, какие у них глаза? Мать такая посмотрит, скажет: Бетти, это то, чего ты хотела? Ты Зарабатывать на жизнь распродажами возле дома. посмотрела и Да, ушла. посмотрела и ушла. А еще нам надо, знаешь что? Нам надо еще налоги заплатить, счета.
За квартиру. кстати, да. Мы же желали как раз вернуться. Не то чтобы мы желали заплатить налоги, но именно были вынуждены из-за этого вернуться сюда. Опять звонит мать Бетти и спрашивает, хочет зайти в гости, чтобы пообщаться, разрешайте? Ну, ладно, приходи, ну ты же только что здесь была, вроде бы. А что ты, подожди, я не могу найти в доме, вот, в разделе «Дом» в телефоне счета. А может быть, Бетти все-таки их уже оплатила? А я что-то не помню. Разве такое было? Она оплатила 182 симиллиона, я помню. Смотри, у нее аренда еженедельная 1274 симиллиона. Дорого. Плюс еще электричество, вода, это будет еще больше стоить. Наверное, у нее все уже оплачено. Подозрительно. Ну да ладно. Кстати, здесь пришла Наша подружка. Класки Вандермир, которая качала Бетти на качелях в баре. Она обязательно должна у нас что-нибудь приобрести. Ну да. Мне понравилось, как в прошлый раз. Качай меня. Да, качай. Да, это было весело. Нет, ей как-то не особо нравятся эти товары, которые выставила Бетти на продажу. Ну, так себе прошла распродажа, конечно. Ну, что-то там приобрели, но похвастаться сказать, чтобы много. нечем. Да. Вот 2 средства от насекомых купили у Бетти, кстати. Ну, надо тогда с матерью поговорить и рассказать ей, как Смотри, Бетти... ей можно наврать про карьеру. Сказать: мама, то, что ты сейчас видела, это все не то, что ты подумала. На самом деле я успешная айтишница, а устраиваю уличные распродажи просто для души. Ну, можно, кстати, так и сказать. Ну и Бетти ей расскажет, как она съездила в Гранит Фоллс, прошла по следам бабушки. Ей еще столько предстоит всего пройтись по следам бабушки. Я думаю, это будет Ну и, конечно, насыщенная история. она рассказывает, что она такая успешная, она работает просто в бизнес-сфере. А это просто, да, действительно, ну, дворовая распродажа, там, ненужных вещей. Такая, знаешь, да у меня джип, правда, он в другом культурном городе. Да-да-да. А еще у персонажа по имени Бетти сегодня произошло много всего интересного. О чем можно было бы, кстати, записать в личном дневнике? Можно, но давай его Бетти начнет вести завтра. Но было бы интересно, Да, чтобы ну был давай какой-нибудь... расскажем, что это за личный дневник и что мы хотим вообще с этим всем сотворить. А пока я отправлю Бетти рисовать картину, пусть она одну нарисует. Она же хотела разбираться во всех областях. Вот пусть пока рисует картину, и будем эти картины мы продавать. В общем, мы решили, чтобы Бетти, развивая свой навык писательства, и иногда вела что-то вроде дневников. В конце концов, бабушка ее вела дневники. Да, и пусть Бетти тоже ведет. Также будет интересно, когда персонаж пишет книгу, там можно писать небольшую аннотацию. И вот там мы будем отражать основные события, которые произошли с Бетти в тот или иной период времени, а потом, спустя время, можно будет возвратиться И спустя даже годы к этим дневникам и прочитать, что было с Бетти в самом-самом начале. Ну, это же интересно. А я даже больше хочу сказать. Спустя годы Бетти сможет так же спятить, как ее бабушка, и оставить своей внучке свои дневники, чтобы и ее внучка отправилась по следам уже Бетти. Вот так вот. И мы начнем новый челлендж. Да. С внучкой Бетти. Бетти нарисовала картину, качество вроде бы нормальное, стоит не очень дорого, но через продавить-то будем продавать, да? Такие картины. Да. Хотя если Бетти у нас уедет в Гранит Фоллс, там же она... Не сможет продать картину? Не знаю. Интересно, сможет, не сможет? Ну, попробуем. Может быть и сможет. Там же тоже есть почтовый ящик. Ну, в конце концов, она же не на какой-то там край цивилизации, где ничего нет. Мы же там даже книгу смогли купить, поэтому, может быть, сможет, все нормально будет. Ну и сейчас Бетти будет ложиться уже спать, потому что время позднее, надо ей... Ну, как Поужинать. сказать, позднее, детское время. А давай все-таки Если вспомнить ее вот эти вот похождения до 5 утра, а сейчас только 11:30, Да. ох, можно еще веселиться и веселиться. И книги все-таки положим сразу Бетти в багаж по травлечению, потому что Потому что, зная уже Было уже Беттины вот такое. эти приколы, как Бетти их забыла. Да. не будем повторять.
Бетти немножко поправилась. Ну, чего? Это не страшно. Ничего, Бетти, тебе еще бегать по Гранит Фоллс. Бегать просто... и бегать по следам бабушки. Да, и явно ее ожидает что-то совсем неординарное. Поэтому ничего страшного. Пусть набирается калорий и сил. Они ей обязательно пригодятся. Ну а сейчас пришло время ложиться спать. И дожидаться нового интересного дня. Спокойной ночи, Бетти. Наступило утро, и Бетти поднимается в нейтральном настроении, а сегодня, между прочим, пасмурное утро. Посмотри в окно. День, наверное, будет пасмурным. Ну, а разве это плохо? Я люблю пасмурную погоду. Что, Бетти, что такое? Ты испугалась огня в ванной? Это все черта характера чудаковатая. А вообще, конечно, чтобы хорошо начать утро, следует позавтракать. Да, Бетти позавтракает своим жареным сыром, который она вчера наготовила. На этом жареном сыре она у нас скоро сама станет, как булочка. Сырная. Сырная. Сырная булочка. Ну и сейчас все-таки мы решили воплотить нашу идею в жизнь и отправить Бетти писать первую часть своего дневника, как это делала бабушка. Но не дома этим заниматься. Чего дома-то сидеть, правильно? Ну и дома у Бетти нет ни компьютера, и ни ноутбука, нету ничего. Можно, конечно, было бы приобрести ей ноутбук. Но веселее, мне кажется, куда-нибудь отправиться. Да, может, поэтому... хоть на людей посмотреть, да себя показать. Вот, Бетти согласна. Поэтому Бетти сейчас отправится в город. Где компы у нас есть? Есть библиотеки, есть здесь специальное место, интернет-кафе. Вот я бы туда поехал. Вот, давай в интернет-кафе и поедем. Да и не такой уж и пасмурный день. Да, Там вообще просто- не пасмурный, очень солнечно. Там просто аж гроза началась. Ну, значит, не до прогулок, как раз в интернет-кафе посидим. Поехали. Бетти приехала в Виллоу-Крик. В Виллоу-Крик нет грозы, но здесь тоже идет дождь. Да, так что не так уж сегодня благосклонна к нам погода. А вот и интернет-кафе. Кстати, дизайн помещения тебе ничего не напоминает? Как будто это бывший какой-то бильярдный клуб. Паркет мне очень напоминает. Вот здесь не хватает прям столов для бильярда или какой-нибудь дорожки для боулинга и какой-нибудь еще барной стойки. Как-то тут мрачновато, не модненько. Бетти разместится у окошка. Правда, писать она пока может только детские книжки, поэтому дневник она в свой будет вести в форме детской книжки. Итак, дневник Бетти Багглс, часть 1. Бетти рассказала о своих главных событиях за прошедшие дни. Звучит, мне кажется, достаточно лаконично и содержательно. И как-то даже забавно. И немножечко безумно. Я начала новую жизнь с путешествия в Гранит Фоллс, но забыла взять с собой все необходимое. Зато там я выпила эль, сделала средство от комаров и покаталась на качелях в 5 утра. Действительно. А когда я вернулась домой, застала в своей кровати мужчину. Но я не расстроилась и пошла танцевать у костра с цыганским табором. Ну, прекрасное описание просто происходящего в жизни. Мне нравится. Это будет потом очень интересно прочитать, вспомнить вообще, как все начиналось. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Кстати, здесь в кафе пришел отец Бетти Багглс, Барт Слушай, Багглс. они, знаешь, они ненавязчиво так преследуют Бетти Да, и да, следят да, за ней, специально что она так. вообще вытворяет, да. Якобы случайно появляются в том же месте, где и Бетти, да? Мгм. Такие: ой, Бетти, мы так Ой, ну случайно с надо тобой же!» встретились. Да, А как ты поживаешь? Да, ну Давай, как ты Аня. там устроилась? Где ты работаешь? Давай она ему тоже расскажет про свою карьеру, пакости, обман
Врать Врать про про карьеру. карьеру. Ты даже не представляешь, насколько я успешна, говорит Бетти. Я зарабатываю столько, сколько тебе и не снилось. У меня есть своя машина Только она в другом городе. А в это другом культурном городе. А это, смотри, красавица пришла ненавязчиво послушать, что там Бетти рассказывает. Да, Такая да, типа ест, Ага. а сама греет уши. Вон, видишь, она же на нее косится прям. Да. Такая думает, а где же она работает? Я Интересно, тоже хочу так и зарабатывать. Да. Ладно, поехали домой, посмотрим, что там у нас с погодой, и получится ли у нас устроить дворовую распродажу. Хорошо было. Ну да, давай. Что-то Бетти преследует дождь везде. Ну, да. Ну, все равно попробуем. Глянь, опять отец идет. Такое интересно. Привет, Бетти, я Знаешь- просто мимо прохожу. Да. Знаешь, наверное, просто мама у него вчера была, у нее тут вчера была, и она отцу такая вечером. Ты не поверишь, что я вчера видела. Да. Что она вытворяет. Иди и посмотри. И он такой, знаешь, во-во-во, он смотри, он же типа стоит и смотрит на дерево. Такой, какое интересное дерево. Вот ему же именно здесь, да, приспичило стоять и смотреть на это дерево. Все не так просто. Я думаю, что, да, родители Все-таки следят. все-таки, да, решили за ней проследить. Не удается пока Бетти пройти процесс сепарации. А погодка-то тут, конечно, будь здоров. Ну вот, что ты об этом думаешь? Я не знаю, как это комментировать. Как это назвать? А она просто случайно такая думает, ой, может, прогуляюсь-ка я по дождю этому прекрасному. Да нет, она такая, наверное, ой, Бетти, а я тут за папой пришла. Он где-то здесь вроде бы был. Это невыносимо. Бетти же даже уехала в другой город. Нет, все-таки в такую погоду нет никакого смысла Ну, мы попытались. этим заниматься. Вот, наша подружка опять пришла посмотреть, что тут вообще. Ладно, Бетти, возвращайся скорее домой, потому что сама уже тоже промокла. Но уже вечер, и раз такая погода, я предлагаю тогда Бетти отправить изучать траволечение. Сейчас она что-нибудь поест еще. А завтра утром отправляться тогда в Гранит Фоллс. Ну да, мы, в принципе, и не планировали надолго возвращаться домой. А и так уже тут даже засиделись, я бы сказал. Ну да, 2 дня она провела в здесь. принципе, основные какие-то вещи сделали, которые нужно было дома. Но пора возвращаться. Определенно. А может быть и мольберт с собой она на всякий случай возьмет. Хотя знаешь, в чем проблема? Вот мы сейчас вернемся и опять арендовать домик, и опять это все будет дорого. Поэтому мольберт надо взять. Мы на картинах хотя бы сможем какую-то копеечку заработать. Ну да. Так что да, наверное, надо мольберт взять. Только главное, чтобы Бетти не забыла это сделать. Вот она сейчас прям пошла брать с собой мольберт. Бетти наконец-то приехала в Гранит Фоллс, но тут свежий воздух, может быть, у нее от этого как раз настроение и поднимется. Но дождя нет. Но Пасмурно, вновь, конечно. Вновь мы распрощались со своими кровными. Ну, ничего страшного. Давай тогда поедем сразу с Бетти в лес. Потому что нам сказали, что в лесу необходимо ловить рыбу. Вот эту особую рыбу, которая водится только в Гранит Да, Фоллс. давай, да. И мы поедем в лес, Бетти половит рыбу, и, может быть, у нее как раз и поднимется ее досуг. А то мы тогда. столько времени тогда потратили на то, чтобы рыбу поймать, а не в том И месте. ничего не поймали, Да. да. Итак, мы в лесу. И пока Бетти будет бежать сейчас до места Одну рыбной минуточку, ей ловли, отец. да, уже звонит отец. Знаешь, я не удивлюсь, если он сейчас на берегу такой стоит. Ой, а я тут рыбу случайно... Да, просто случайно Или мама, приехал. знаешь, такая, ой, да у меня ракета, я на космическом корабле летала, и вот он тут просто приземлился. Вот про что я хотел сказать. Пока Бетти будет бежать до места рыбной ловли, и если она будет встречать каких-нибудь насекомых или растения, это надо будет сразу тогда собирать. Вот какое-то Да, растение сюда здесь. мы как раз... А вон еще. А вон еще.
принципе... и наконец-то Бетти стала счастливая. О, нет, она снова стала напряженной. Какие-то неопознанные фрукты. В принципе, Бетти может и остаться здесь ночевать. А вон какая-то штучка светится. Горсть черники. Кстати, можно Отличное уже... новое открытие у нас. Да, можно будет уже приехать домой и посадить тогда чернику. А это что? Не поняла. Бетти нашла карту сокровищ. Неплохо. Только еще желательно узнать, что с этой картой ты вообще делать. Как ее применить. Ну, мне кажется, что-то хорошее она должна принести. Недаром же это карта сокровищ. Ой, Ну-ка, смотри, Бетти-ка, смотри, стрекозы. Стой, да. Здесь стрекозы Какие летают. огромные. А вон и рыбы. Это, наверное, те самые редкие рыбы. Смотри, их сколько разных. Ну, сейчас посмотрим. Так, стрекоз Бетти поймала. И пойдем рыбу половим, у нее все-таки должен повыситься от этого досуг. Ребята, а если вы знаете, что делать с картой сокровищ, напишите, пожалуйста, в комментариях, как Бетти отыскать сокровища по этой пиратской карте. Вдруг это принесет нам несметные богатства, и она сможет родителям сказать: да, вот видите, мама и папа, я добилась успеха. Ну и вы посмотрите, ну вот как это опять назвать? С каким вопросом звонит мама Бетти? А я понял, они приняли то, что Бетти от них ушла, и такая: ну давай. Давай тогда Заведем заведем еще ребенка. одного ребенка, потому что без Бетти стало так пусто в доме. Ну, как ты думаешь? Дети — цветы жизни. То тогда у Бетти появится брат или сестра. Так будет даже интересней. Ну давай. Дети — цветы жизни, мама. Мы хотим братика или сестричку. Ну что ж, думаю, мы это сделаем. Спасибо за совет, у нас будет ребенок. Вот это да. Может быть, теперь их излишняя опека станет немножко послабее? Ну, кстати, да. Я понял, в чем было дело. Они все пытались подступиться к Бетти с этим разговором, наверное. С этим вопросом? Да. А теперь они решились. Наверное, да. Бетти поймала рыбу, лосось, и это засчиталось. То есть нам любых, опять-таки, можно поймать рыб. Не Нет. обязательно тех самых, которые здесь водятся только в Гранит Фоллс. Может быть, не любых, но может быть именно это место засчитывает любую пойманную рыбу как какую-то вот пойманную. Может быть, да. Вот, но рыбалка здесь дело сложное. Посмотри, у нас весь день ушел на это. Ну ничего, пусть ловят. Нам нужно выполнять эту жизненную цель. Все, Бетти поймала 5 рыб в Гранит Фоллс. Ну просто шикарно. Теперь надо приготовить всего лишь 2 блюда из жуков. Да, давай посмотрим. как Нужно вкусно. приготовить на костре 2 блюда из жуков, съесть 10 растений. Ну, это Бетти любит. Ну да, в этом ничего сложного нет. Ну а Бетти надо отправляться... О, смотри, здесь вот тоже светлячки есть. Ну, в принципе, время уже позднее и уже темно. А давай Бетти останется здесь ночевать. А где тут можно поспать? В палаточке? Да, у нее же палатка есть, ей бабушка как раз ее. А давай, Оставила. да, вполне себе в духе какого-то такого лесного приключения. Да, давай. Здесь тогда можно будет и положить где-нибудь. Ничего не поставить вижу, палатку. очень темно. Да, темнота вообще, конечно, страшная. Ну что, Бетти, давай. Раскидывай палатку. Раскладывай свой лагерь. Ну и пора отправляться спать. Ну что ж, оставим Бетти отдыхать. Да, оставим Бетти отдыхать на свежем воздухе. А на этом мы прощаемся с вами, друзья. Спасибо, что были с нами, посмотрели это видео. Да, большое спасибо, что посмотрели. А еще напоминаем, что обязательно выкладывайте своих каких-нибудь интересных персонажей в галерею под хэштегом НБЗ, и они вполне себе смогут вселиться в этот мир и принять участие в жизни Бетти. Будет интересно. И обязательно поставьте нам лайк. Ну и напишите про карту сокровищ. Хотелось бы узнать, что с ней делать. Спасибо, что были с нами. Всем пока. До скорых видео. Пока-пока.